Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим с вами самые зимние пирожки, на мой взгляд. Пышные, мягкие, неприторно-сладкие, долго сохраняют свою свежесть. Почему? Обо всем по порядку. Давайте начнем. 250 мл молока подогреваем до температуры 38-40 градусов. Добавляем сразу 50 граммов йогурта, можно заменить сметаной. Размешивая в этом всем 20 граммов сахара. Кстати, все ингредиенты в точных граммах, а также их жирность и возможные замены есть в описании под видео. А также для вашего удобства все граммы переведены еще в ложки и стаканы, если у вас под рукой нет весов. Подсыпаем 3 столовые ложки муки из общего количества по рецепту. И теперь в эту теплую мучную смесь добавляем 5 граммов сухих дрожжей. Или хотите 15 граммов свежих. Размешаем, как получится. Не переживайте за комочки, они в процессе разойдутся. Оставим так на 10-15 минут. За это время дрожжи начнут процесс брожения. Смесь из муки, молока и йогурта станет пышной и объемной. Если этого не происходит, то дрожжи, возможно, у вас просрочены. Следует их заменить. Досыпаем смело еще 20 граммов сахара, 5 граммов соли, вводя в тесто 2 яичных желтка. Добавление желтков как раз и помогает в сохранении свежести изделий из теста. Кроме яичных желтков, вкус теста, а точнее его влажность, сохраняет йогурт, либо сметана. В общем, любой кисломолочный продукт пойдет только на пользу. Тесто получается не слишком сладкое, уточню сразу. Хорошо перемешиваем, высыпаем почти всю муку, оставляя часть на тот случай, чтобы не переборщить. Ваша мука может быть другой плотности, ее понадобится другое количество до достижения нужной структуры теста. У меня же ушло ровно 500 граммов муки. Вся эта мука вмешивается вместе с кусочком сливочного масла, мягкого, в количестве 30 граммов. Тесто получается мягкое, но совсем не липкое. Вымешивать его необходимо 5-7 минут, чтобы стало более однородным. Смазываем миску слегка растительным маслом. Оставляем в ней тесто на 1,5-2 часа при комнатной температуре. Как раз в зависимости от этой температуры у нас и время. Чем теплее, тем быстрее тесто поднимется. А поднимется оно очень хорошо. Теперь его необходимо обмять, чтобы выгнать газ, который скопился внутри. Разделим тесто тем временем на 12 частей. Если быть точным, то по 73 грамма каждый кусочек. Собираем кусочки в округлые шарики, что дает нам возможность позже раскатывать их с ровными краями. Накрываем заготовки на 10-15 минут, укладывая их на присыпанную мукой поверхность. И пока они отдыхают, для начинки разберем 2 апельсина. Очищаем полностью кожуру, а также снимаем все пленки. Я делаю так: снимаю с боков дольки пленку, а низ просто срезаю острым ножом. Как-то так. Если для вас все-таки это сложно, можно использовать консервированные плоды. Или вовсе остановиться только на абрикосовом варенье, которое мы добавим позже. Заготовки отдохнули, набрали объем. Раскатываем их в круг одинаковой толщины. Слегка подсыпаем муку. На каждую лепешку немного кукурузного крахмала. Он загустит сок от апельсина. Затем мы добавляем половинку абрикоса из жидкого варенья и самого варенья немного. Поверх очищенная долька апельсина. Лепим пирожок тщательно. В этот раз делаю круглую форму. Можно и стандартную, классическую, как мы привыкли. Главное, важно залепить шов тщательно. Раскладываем пирожки с апельсинами на противень на расстоянии друг от друга. Накрываем на 15 минут. Учтите, если перед выпечкой пирожки плохо поднялись из-за температуры в доме, либо вы дали им малое время,
на то, чтобы они постояли, то пирожки в духовке могут просто лопнуть, и сок из начинки просто вытечет. Либо температура в духовке слишком высокая, что образует корочку сверху теста раньше, чем поднимается тесто внутри, и поэтому тесто лопается по бокам. И только потом смешиваем яичный желток с небольшим количеством воды, чтобы смесь получилась не слишком жидкой. Аккуратно смазываем ей пирожки. В завершение щедро посыпаем семенами кунжута. Выпекаем пирожки 20 минут, верх и низ, 190 градусов. Это то, что касается электрической духовки. Если духовка газовая, то температуру выпечки можно увеличивать до 200 градусов. Готово! Пышные, румяные, аромат домашней выпечки. Внутри воздушные, мягкие. Тесто получается в меру сладкое, еще обращаю раз внимание на это. Но его сладость дополняет кусочек абрикоса, который уравновешивает сладкий апельсин. Готовьте с удовольствием, подписывайтесь на канал, делитесь рецептом с друзьями. Жду ваши комментарии. Пока!